Для строительства гидроэлектростанций были приглашены швейцарские специалисты. Было построено 4 турбины. В общем, туристы все умудрятся загадить. Всем привет! Сегодня новый день, а значит новое путешествие. Сегодня я отправляюсь на Грин Каньон. Это очень туристическое место. Туда предлагают экскурсии как местные гиды, так и туроператоры. И обычно в эту экскурсию входит путешествие на кораблике, большом, таком двухэтажном, который обычно полностью набивается людьми. Стоимость такой экскурсии обычно стоит где-то 25-30 евро, возможно, дороже в каких-то местах. Но, как по отзывам мне рассказывали, что это путешествие получается немножко утомительное, так как видами ты любуешься буквально 15-30 минут, а потом ты все оставшееся время просто плывешь 2 часа под солнцем на этом корабле. Ну и еда в местной кафешке, как говорят, тоже не очень вкусная. Ну, а поскольку я не люблю нудные экскурсии, особенно с большими группами людей, я отправляюсь туда одна на своей арендованной машинке. Кстати, о том, как выгодно взять машину в Турции на прокат, я рассказываю в своем другом ролике. Где-то вот здесь вот появится ссылочка на этот ролик. Ну и посмотрим все, как всегда, с высоты птичьего полета и расскажу немного истории про это место. Ехать мне всего ничего, где-то 30-35 километров от моего отеля. Ну что ж, погнали! Я сейчас приехала на стояночку к водопаду Манавгат. Он находится как раз по пути на Грин Каньон. Здесь, посмотрите, вот очень много машин. Я здесь была неделю назад, было поменьше. Это тоже очень туристическое место. Сюда свозят даже отдельные экскурсии, но, если честно, не советую вам брать сюда экскурсию именно на водопад Манавгат, потому что ничего грандиозного вы тут не увидите. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Это буквально небольшой водопадик, ну и там красивый парк, который оборудован разными кафешками и зонами отдыха. Вход сюда стоит 7 лир. Принимают как лиры, так и доллары и евро. Я доехала до интересного места исторического. Тут осталось до Грин Каньона совсем немножко. И хочу рассказать вот про вот это вот сооружение. Видите, здесь остались остатки акведука. И давайте немножко окунемся в историю. Когда-то здесь, на этом месте, была излучина реки и несколько горных озер. И еще в античные времена римляне построили здесь сеть водохранилищ, которые снабжали водой античный город Сиде и приближающиеся к нему поля. Потом в средневековье Сиде оказался заброшен, и вместе с ним пришла в упадок и вся система водоснабжения. И вот такие вот остатки акведуков можно видеть в нескольких местах по пути на Грин Каньон. Ну, а я еду дальше. Сейчас по пути увидим гидростанцию и современную дамбу.
Так, там был вначале такой пропускной пункт. Мне махнули рукой, что можно ехать. И посмотрите, какая здесь станция. Обалдеть. Ну что, я доехала до плотины. Посмотрите, какая здесь красота. Вон там, вы видите, видна плотина. Высота ее 185 метров. Построена она была в 80-х годах 20 века. И перекрыла вот она вот такую речку. И там вон дальше мы поедем, за этой плотиной будет огромное озеро, которое называется Грин Каньон. Для строительства гидроэлектростанции, которую мы проезжали, были приглашены швейцарские специалисты. Было построено 4 турбины, которые могли выдавать мощность, каждая из которых 135 мегаватт. Одним из главных потребителей электроэнергии является местный алюминиевый комбинат. Но, тем не менее, все водохранилище снабжает сейчас водой практически все Анталийское побережье, и в него стекают воды из 27 пресных источников. И едем дальше. Посмотрим на само водохранилище Грин Каньон. Смотрите, какая здесь красота, какие скалы. Через вот тот тоннель я ехала, и там вон даже сверху есть какие-то еще ходы. А вот и само водохранилище.
Это просто огромное по площади Бирюзовое озеро. Площадь его примерно 500 гектаров. Средняя глубина здесь 100 метров и местами достигает даже, представьте себе, 240 метров. Вся эта территория охраняется сейчас государством и объявлена национальным заповедником. Ну и только я заикнулась про красоту, как заглянула вниз. Посмотрите, что там творится. Какая грязь, сколько мусора. Там дальше, не знаю, видно, не видно, но там то же самое творится. В общем, туристы все умудрятся загадить. Похоже, тут ничего не убирают, и вся эта гадость прибита к берегу. Сейчас уже вторая половина дня, здесь людей практически нет, вон там стоит пару машин. Ну, а вообще туристов сюда свозят с утра, где-то в 10-11 утра. Ну и, наверное, на сегодня последняя точка на Грин-каньоне. Там, конечно, дальше еще есть дорога, но она, по-моему, уже ведет в тупик. Я думаю, здесь посмотрим последнее красивое местечко. Здесь такой оборудован ресторанчик. И стоят пришвартованные кораблики, на которых катают туристов. Вот такой красивый входик. И как-то надо спуститься теперь по вот этим крутым ступенькам. Я приехала достаточно поздно уже в это место. Кафешка здесь, по-моему, закрывается, уже все складывают. Кораблики все стоят на пристани пришвартованные. Ну, в принципе, у меня и не было целью здесь на чем-то кататься или посидеть в кафешке. Но если вы любитель морских прогулок, то обязательно заказывайте экскурсию в это место, либо приезжайте самостоятельно, но где-то в 10, не позже 11 утра. Тогда вы сможете, я думаю, у местных купить билет на кораблик и покататься со всеми, кого привезут на экскурсию гиды. Ну, а я отправляюсь дальше в отель. Жду ваших лайков, комментариев. Всем пока!